время продавать дом. Надеюсь, что это будет решающий день в нашем переезде и начале новой жизни на Тайване. В общем, мы собираемся на Тайвань. В общем, я взяла свои любимые игрушки, без которых я жить не могу. Не спросил отца, как он готовится к переезду. По-моему, он просто все в чемодан понапихал и Ну вот ты иди посмотри. успокоился. Весь дом, дом, что происходит в доме. Ну, привет! Как готовишься к новому... к переезду, так К сказать? переезду я готов. Так, Ты в шоке? Ты уже в шоке? Я вообще не понимаю, Уже еще в Новосибирске. я не понимаю, что происходит. Что происходит? Сын помнит, что у тебя здесь родители. Ой, нифига себе мы устроили замес. То есть ты только сейчас понял, что Нет. мы вляпались? Нет, я как бы, ну, вот, знаешь, одно дело то, что мы говорили, что у нас типа там теперь вариантов нет. Но вот до момента, когда мы зашли в этот самый паспортный контроль прошли, вот, наверное, только тогда у нас обратного пути не стало. Хотя он всегда есть обратный путь. Ощущение, что ты внутри какой-то этой виртуальной реальности. Я учу китайский язык, я готовлюсь. Доехали до пекинского отеля. Выходили в аэропорту Пекина. Долетели вообще быстро. Простой перелет. Новосибирск-Пекин. Ой, 4 часа. Дети спали. И все было хорошо. До тех пор, пока нам не понадобилось выйти из аэропорта. Ну, мы, наверное, часа 4 оттуда выходили. Сначала мы встали не в ту очередь. Заполнили не ту маршрутную квитанцию, грубо говоря. Потом заполнили нужную, потом мы не могли найти билет. Нам нужен был интернет, чтобы взять билет, а интернета у нас нет, потому что мы здесь в роуминге. К местному Wi-Fi подключиться не могли, потому что у нас не работала присылка СМС. После долгого дня сборов, потом перелета без сна фактически и 4 часа в аэропорту. Вот сейчас сидим здесь, ну, около 10 утра. Это прям было очень трудно. Мы добрались, сейчас покушаем, помоемся, поспим и поедем дальше. И сейчас пойдем на улице, где-нибудь найдем кафешку, чтобы поесть. Ну, посмотрим, как выглядит при аэропортовом, так скажем, район Пекина. Тут, короче, все как дома. Парковка на тротуаре, парковка во втором ряду с аварийкой. Все прям вот родное такое. Страна другая. Страна другая, да. Все раздолбанное, все такое. Вот. Ну чё, как тебе Китай на первый взгляд? Только какой-то как дымка, то ли это смог, то ли это что-то моросит, да, как будто. Смотри, вот такую телегу видела, нет? Вот на Торе Чихэ едет. Даже классная, да? Чихэ. Она еще электрическая, прикинь. Вот, смотри, на зарядке стоит. Ты прикинь, да, это же мотоцикл прям.
Ден Чхэ. Смотри. Что же это такое? Как она открывается? Да что же это такое? Да, начнем с того, что самолет просто офигенный. Потрясающе. Он просто нереальных размеров. Короче, он в длину, как футбольное поле. Здоровый, просто нереальный, классный самолет. Но чтобы на него попасть, нам пришлось постараться. Вот прям вот как-то так мы Вот сегодня... каким-то таким образом мы сегодня попадали на этот самолет. Все шло хорошо, в общем-то, да? Ну, если учитывать, что мы не успели кофе попить, там и все остальное. Утренний кофе мы выпили в 7 часов вечера. Да. Но неприятная неожиданность нас ждала на стойке регистрации, где выяснилось вдруг, что чтобы нас пустили на Тайвань, нам нужно обратный билет, которого у нас нет, потому что нам не нужно. Нам пришлось в срочном порядке бегать, искать, где купить. А Google не работает? Google не интернет Google не работает, потому что мы в Китае, тут заблокирован. Google, Facebook, почтового сервиса. Вдруг оказалось, что сегодня обновление ПО. То есть мы не можем нигде зарегистрироваться, мы не можем войти в свои аккаунты, мы не можем купить билет в онлайне. По какой-то причине мы не смогли купить билет на стойке в кассах, да. И сколько мы? Часа полтора мы регистрировались. Да, Часа полтора регистрировались, переговорили, мне кажется, с половиной аэропорта, на половине китайского, английского и русского. Ну, можно считать, мы совершили подвиг сегодня. Прилетели в Тайбэй, решаем, что делать со шмотками. Так, подожди, она в ресайклинг у нас или не в ресайклинг? Да? Ну давай, суй. Да, в левую. Не могу. Не могу выкинуть куртку. А там ничего в карманах нету? Нет? Все, пихай. Прощай, зима. Илон тоже хочет выкинуть свою вот эту вот штуку теплую. Маме кажется, что он замерзнет. Хоть что-то на русском. Добро пожаловать. Полетели в Тайвань. Аэропорт нас в Тайване встретил намного более приятными впечатлениями, дружественной и теплой атмосферой во всех смыслах. Мы сейчас сели в автобус, едем в Тайчжун. Часа 2,5 езды.